Здравствуйте, армии! Сегодня мы представляем вам новость, которая в данный момент активно обсуждается в социальных сетях. Давайте начнем. Первая новость касается сенсационного признания, прозвучавшего в программе Unfit 4, которое вызвало бурные споры о лояльности айдолов. Видео, повторно опубликованное в социальных сетях 20 января из программы Unfit 4 с участием гостей Чу, неожиданно оказалось в центре ожесточенной дискуссии. Все началось с, казалось бы, безобидной истории, связанной с Джином. В ходе обсуждения давления, которое испытывают знаменитости в вопросах брака, Чу высказала мнение, что, скорее всего, выйдет замуж очень поздно, примерно в 50 или даже 60 лет, из-за опасений по поводу реакции фанатов. Ведущий Waddy 4 сразу же привел похожий случай, который ему был известен, и центральной фигурой в нем оказался никто иной, как Ким Сок Джин. Waddy 4 ярко пересказал ситуацию. Есть люди, которые действительно так думают, например, Сок Джин. По его словам, даже когда камеры были полностью выключены и разговоры велись в частной обстановке, Джин твердо придерживался своей позиции. «Я не буду встречаться, я не буду жениться». Когда его спросили о причине, он объяснил, что такие действия были бы предательством по отношению к фанатам. Waddy 4 даже пошутил, что Джину достаточно поддерживать безупречный образ на публике, а за кулисами он мог бы спокойно встречаться. Однако Джин сразу и совершенно серьезно возразил: «Это неправильно, это абсолютно недопустимо». Хотя этот диалог был очень коротким, он мгновенно вызвал настоящий ажиотаж в фанатском сообществе и распространился по всем онлайн-платформам, породив множество самых разных и сложных мнений. Первая волна реакции пришла непосредственно от сообщества армии, преданных фанатов группы. Значительная часть из них выразила глубокие эмоции и огромную гордость, восприняв эту историю как наглядное доказательство любви и уважения, которые Джин всегда испытывал к своим фанатам. Социальные сети заполнили комментарии вроде «Джин всегда думает о нас в первую очередь, это так трогательно» или «Вот что значит настоящая преданность, Джин лучший». Для этих фанатов тот факт, что мировой айдол, находящийся на пике своей карьеры, ставит чувства поклонников выше собственного личного счастья, стал достойным восхищения поступком, еще больше укрепившим их веру и любовь к нему. Однако наряду с чувством гордости возникла и волна тревоги. Другая группа фанатов выразила серьезное беспокойство, опасаясь, что история Waddy 4, даже рассказанная с благими намерениями, может превратить Джина в нереалистичный моральный эталон и создать для него невидимое давление в будущем. Они задавались вопросом: что произойдет, если однажды Джин все-таки захочет собственного счастья и решит начать отношения? Не будут ли эти слова вытащены на свет и использованы как оружие для критики и нападок, чтобы обвинить его в лицемерии или нарушении собственного обещания? Кроме того, фанаты опасались, что это заявление может быть использовано злонамеренными людьми для сравнения и унижения других участников группы или айдолов индустрии развлечений, которые уже состояли или состоят в романтических отношениях, что в свою очередь может разжечь ненужные войны между фандомами. В то же время мощная волна критики и скепсиса поднялась со стороны антифанатов и части нейтральной публики. Они заявляли, что точка зрения Джина устарела, нереалистична и чрезмерно идеализирует отношения между айдолом и фанатами. Некоторые жесткие мнения даже утверждали, что это всего лишь тщательно продуманный обман, пиар-ход для создания образа идеального айдола и удержания фанатов. Комментарии вроде «Сколько ему лет, чтобы говорить такие вещи?» или «Наверняка они все тайно встречаются» быстро распространялись, наполненные недоверием и пренебрежением. Особенно примечательно, что некоторые антифанаты оперативно воспользовались ситуацией, намеренно отмечая в постах о Джине имена других айдолов, замешанных в романтических слухах, создавая токсичные сравнения и провоцируя конфликты. Ряд СМИ также занялся анализом достоверности этой истории, указывая на то, что это всего лишь пересказ слов Waddy 4, а не прямое заявление самого Джина. Вполне возможно, что эта фраза была произнесена в шутливом или контекстуальном ключе и позже была воспринята слишком серьезно.
Долгосрочные фанаты Джина также отметили, что он всегда четко разграничивал работу и личную жизнь. Джин известен тем, что искренне заботится о своих фанатах, но при этом он достаточно прямолинеен и строг, когда поклонники переходят допустимые границы. Имея более 10 лет опыта в индустрии развлечений, Джин достаточно умен и зрел, чтобы понимать, что можно и что нельзя выносить на публику. Тот факт, что он держит многие аспекты своей личной жизни в строжайшей тайне, иногда даже от собственных участников группы, ясно показывает, что он полностью контролирует свои личные отношения. Поэтому навязывать одно единственное пересказанное третьим лицом высказывание как определяющий фактор его ценностей или будущих жизненных решений является несправедливым и нереалистичным. Здравствуйте, армия! В социальных сетях активно обсуждается история, связанная с Джином из BTS. Поводом стало видео из программы N-Fit 4, где гостья Чу говорила о давлении фанатов на личную жизнь знаменитостей. Ведущий Водди 4 привет в пример Ким Сок Джина, заявив, что даже в частных разговорах Джин якобы твердо говорил: «Я не буду встречаться и не буду жениться», считая это предательством по отношению к фанатам. Когда прозвучала шутка о тайных отношениях за кулисами, Джин, по словам ведущего, серьезно возразил, назвав это недопустимым. Этот короткий рассказ вызвал бурную реакцию в сети. Часть армии восприняла слова как доказательство искренней любви и уважения Джина к фанатам. Другие, напротив, выразили тревогу, опасаясь, что подобные заявления создают на него опасное моральное давление в будущем. Антифанаты и часть публики отреагировали скептически, назвав историю устаревшей или даже пиар-ходом. Некоторые СМИ напомнили, что это не прямая цитата Джина, а пересказ третьего лица. Долгосрочные фанаты подчеркнули, Джин всегда четко разделял работу и личную жизнь и умеет держать границы. Поэтому делать далеко идущие выводы на основе одной пересказанной фразы несправедливо. Комментарии вроде «Сколько ему лет, чтобы говорить такие вещи?» или «Наверняка они все тайно встречаются» быстро распространялись, наполненные недоверием и пренебрежением. Особенно примечательно, что некоторые антифанаты оперативно воспользовались ситуацией, намеренно отмечая в постах о Джине имена других айдолов, замешанных в романтических слухах, создавая токсичные сравнения и провоцируя конфликты. Ряд СМИ также занялся анализом достоверности этой истории, указывая на то, что это всего лишь пересказ слов Водди 4, а не прямое заявление самого Джина. Вполне возможно, что эта фраза была произнесена в шутливом или контекстуальном ключе и позже была воспринята слишком серьезно. Долгосрочные фанаты Джина также отметили, что он всегда четко разграничивал работу и личную жизнь. Джин известен тем, что искренне заботится о своих фанатах, но при этом он достаточно прямолинеен и строг, когда поклонники переходят допустимые границы. Имея более 10 лет опыта в индустрии развлечений, Джин достаточно умен и зрел, чтобы понимать, что можно и что нельзя выносить на публику. Тот факт, что он держит многие аспекты своей личной жизни в строжайшей тайне, иногда даже от собственных участников группы, ясно показывает, что он полностью контролирует свои личные отношения. Поэтому навязывать одно единственное пересказанное третьим лицом высказывание как определяющий фактор его ценностей или будущих жизненных решений является несправедливым и нереалистичным.